Сегодня мы поговорим о камере флагманского смартфона Xiaomi Mi 11. На официальной странице Xiaomi в социальной сети Weibo опубликован недлинный и очень захватывающий видеоролик, который был снят на новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11. Этим видео компания решила показать то, на что способна новинка в плане съемки. Перед началом ролика напомним вам о нашем еженедельном конкурсе. Каждую неделю мы проводим конкурс, где разыгрываем один из флагманских смартфонов среди наших подписчиков. Подпишитесь на канал, включите уведомления и поставьте лайк к этому видео. Досмотрите это видео до конца и узнайте, какой приз вас ожидает. Все подробности вы найдете в конце ролика, в описании под ним. В самом начале ролика нам показывают, что два смартфона Xiaomi Mi 11 закреплены в клетке на квадрокоптере. Это позволило снять динамические кадры с высоты. Уже сейчас можно говорить о действительно широком динамическом диапазоне. То есть на видео нет явных пересветов или наоборот, слишком темных участков при одинаково экспонированном кадре. Помимо данного видеоролика, Xiaomi опубликовали несколько новых фотографий, сделанных на модуль с ультрашироким объективом. Что сразу бросается в глаза, это отсутствие явно заметной дисторсии и аберраций по краям кадра, а также минимальным количеством шумов. Неясно, подвергала ли Xiaomi данные кадры коррекции, но даже если и так, и при условии наличия всех необходимых для этого инструментов в стоковом приложении галереи, результат крышесносный. Смартфоны Xiaomi с качественными камерами скорее исключение, чем правило. Долгое время по своим фотовозможностям не особо далеко уходили от смартфонов среднего класса, и многие пинали их именно за качество фото. Хотя во время презентации Xiaomi и делали вид, что Mi 11 наш флагман для фото. Но прыгнуть на голову выше предшественника и конкурентов шансов у них немного. Что же изменилось? Собрали лучшее старое и забыли заменить на хорошее новое. Произошли некоторые изменения на фоне предшественника, но без значительного рывка вперед. Однако хочется похвалить компанию за то, что она не стала ставить Xiaomi Mi 11 огромную россыпь камер на тыльной стороне. Несмотря на внушительные размеры, сам блок выглядит аккуратно и создан словно из единого куска стекла. Общее качество фото на основной модуль Xiaomi Mi 11 не вызывает много вопросов. Он позволяет рассчитывать на достойные кадры как при идеальном освещении, так и в темноте. Причем это справедливо как при активации специального ночного режима, так и без него. Сенсор хорошо работает цветом, захватывает больше деталей, но по краям мылит изображение и не всегда выдает отличную детализацию. Светосильная оптика вместе с внушительным по размерам сенсором позволяет получить приятное естественное бокэ при съемке крупным планом. Широкоугольный модуль Xiaomi Mi 11 на 13 мегапикселей лишен автофокуса и не блещет динамическим диапазоном. Снять в сумерках что-то вразумительное и хорошего качества сложно из-за невысокой светосилы. Третья камера отвечает исключительно за макросъемку, и при должной сноровке можно получить приличные фотографии, которые в социальную сеть закинуть не стыдно и показать на экране компьютера. Четкость изображения достаточная, но вряд ли такой режим съемки кому-то часто нужен. По совокупности качеств камера Xiaomi Mi 11 не стала на голову выше предшественника и уступает признанным камерафонам 2020 года. Отличный главный 108-мегапиксельный модуль не вытягивает общее среднее впечатление, формируемое не самым выдающимся шириком и отсутствием оптического зума. Одно из главных упущений Xiaomi Mi 11, на наш взгляд, это отказ от зум-перископа. Каждую неделю мы проводим конкурс среди своих подписчиков. Условия конкурса простые. Подписаться на наш канал, оставить лайк, написать развернутый комментарий к этому видео и поделиться им в социальных сетях. Более подробно вы можете прочитать в нашей группе ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр.